Всем привет! 9 ноября наконец-то бренд Poco представил бюджетный смартфон, так называемый долгожитель под названием Poco M4 Pro 5G. И все сразу себе представили дешевый смартфон с крутыми техническими характеристиками. Но на самом деле ничего особо нового в этой модели нет. Дело в том, что M4 Pro это всего лишь навсего переименованный Redmi Note 11, дебютировавший 2 недели тому назад в Китае. Но, конечно же, для наблюдательных людей есть единственное отличие Poco M4 Pro от Redmi Note 11. А именно по-другому оформленный блок основной камеры с большой надписью Poco. И все на этом, если не считать мелких нюансов. Итак, основные фишки смартфона Poco M4 Pro 5G это мощный энергоэффективный процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 810, IPS экран диагональю 6,6 дюйма с кадровой частотой 90 Гц, 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти в максимальной версии. Основная камера на 50 мегапиксель и, конечно же, цена всего 200 евро, что является просто восхитительным решением в наше время. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Poco M4 Pro 5G построен на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 810 с модемом 5G, что является большим плюсом. Это шаг вперед по сравнению с предыдущим поколением, так как в Poco M3 Pro мы получили Dimensity 700. И это действительно очень большой скачок. В производительности весь новый процессор набирает в знаменитом Antutu примерно 400 тысяч баллов, что должно хватить для большинства задач, что большой плюс. Dimensity 810 это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 11 августа 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex A76 на 2.4 и 6 ядер Cortex A55 на 2.0. Также платформа получила графический процессор Mali G57MC2 и модем, как я говорил ранее, 5G. Также Poco M4 Pro 5G получил более быструю память 64 или 128 гигабайт UFS 2.2. А это нам дает добавление функции ускоритель записи. Она улучшает скорость записи по сравнению с предшественником. Этот показатель заметно влияет на быстродействие устройства в некоторых задачах. Она подразумевает использование более скоростного энергонезависимого кэша, выпускаемого по технологии SLC. Также в устройстве очень много интересных решений, такие как стереодинамики. Слоты для 3 карт 2 SIM можно использовать одновременно с microSD. Улучшенный вибромотор, боковой сканер отпечатков пальцев и также модуль NFC. Но самое главное, на что обращает внимание каждый покупатель, это, конечно же, цена. А она тут уже есть. Стоимость базовой версии 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта своей флеш-памяти 200 евро для первых покупателей и 230 евро в рознице. Вариант 6 гигабайт оперативной, 128 гигабайт своей флеш-памяти оценен в 220 евро для первых покупателей, а его розничная цена составит 250 евро. Конкурентов немного, учитывая стоимость смартфонов. Давайте посмотрим их. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог, нажимаю смартфоны, воспользуюсь подбором по параметрам. 220 евро это плюс-минус 18 тысяч российских рублей до 20 тысяч. Нажмем, и Poco M4 Pro имеет 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Итак, основные конкуренты это Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Realme 8 Pro. Давайте же зайдем в Xiaomi Redmi Note 10 Pro, потому что это достаточно свежий смартфон и мощный. Разбежка составляет почти, плюс-минус 8 тысяч, то есть от 19 до 27 тысяч. Не знаю, некоторые продавцы почему-то завышают цены. Мы можем посмотреть динамику цен, чтобы нас не обдурили. Тем более это актуально на 11 числа, знаете, там
продавцы завышают цены, потом занижают и так далее. Также мы можем посмотреть реальные отзывы, что очень удобно. То есть, что думает пользователь про данный смартфон. И я вам скажу, что это достаточно неплохой конкурент, который может составить очень и очень много проблем Poco M4 Pro. И что интересно, тут есть аксессуары, то есть вам не нужно искать на многочисленных сайтах. Вы зашли на e-каталог, нажали аксессуары и вуаля, ребята, вам e-каталог предоставил все аксессуары на данный смартфон. Удобно? Удобно. Также ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Что касается оперативной памяти, то смартфон поддерживает технологию расширения ОЗУ за счет создания виртуального раздела во флеш-памяти. Технология представляет собой аналог создания файла подкачки в персональных компьютерах на операционной системе Windows. В итоге 4 гигабайта ОЗУ базовой версии превращается в 5, а вот 6 гигабайт топовой версии 8 гигабайт, что, по крайней мере, звучит интересно. Программная платформа новинки MIUI 12.5 на базе Android 11. А это нам дает новый интерфейс стартовой страницы, открытых приложений и уведомлений. Новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры. Имеется улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок. А также мы имеем примерное местоположение пользователя для конфиденциальности и безопасности. Новинка получила экран IPS, диагональ 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, и кадровой частотой 90 Гц. Да, не топ, но на достаточно хорошем уровне. Напоминаю, что сейчас все производители поголовно ставят AMOLED-дисплей в свои смартфоны, а IPS экраны имеют высокое качество изображения, а также мы получаем максимально естественную цветопередачу. Главная особенность технологии заключается в реалистичности передачи цвета. Именно по этой причине данные дисплеи пользуются огромным спросом среди профессиональных редакторов фото и видео изображений. Так что да, ребята, IPS экран намного качественно передает цвета, потому что мне в комментариях уже надоели писать, что AMOLED круче. Почитайте, потом пишите. Кроме этого, IPS-матрицы отличаются более высокой яркостью и контрастностью. Фронтальная камера врезанная с датчиком разрешением 16 мегапикселей. А основная камера представлена датчиками разрешением 50 и 8 мегапикселей. Программное обеспечение Xiaomi для фотосъемки полностью поддерживает функции высококачественной фотографии, таких как захват HDR, портретная фотография, удаление шрифтов и многое другое. В конфигурации Poco M4 Pro, опять же, есть аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон целиком заряжается всего лишь за час, что является достаточно неплохим показателем. Важно отметить, что зарядный блок входит в комплект поставки, а не как сейчас это делает компания Samsung, компания Apple. Да, ребятки, купили смартфон, идите за быстрой зарядкой, за фиг знает сколько денег. А тут мы получаем все сразу. Купили смартфон, получаем зарядку и смартфон. И иногда чехольчик. Вот такие дела. Ну что же, Poco M4 Pro действительно получился очень интересный смартфон. Самое главное, что он стоит $200, а вернее 200 евро. Это достаточно хорошая цена за те технические характеристики, которые нам предлагает Poco Phone. Ну вот такие дела. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.